Смотрите, кто здесь пасется. Там поняшка, а здесь ослик. Это же ослик, правильно? Они тут пасутся. Здорово. Вот так вот шла, а утром на своем пути встретила два таких милых животных. Для меня всегда необычно такое встретить. Доброго всем дня! Сегодня у нас 2 сентября 2023 года. В Харькове продолжаю свой видеодневник. У нас наконец-то похолодало. Ну как похолодало? Было все, весь август там плюс 35 градусов, очень жарко было, плюс 30, плюс 33. А сегодня наконец-то, по-моему, сейчас плюс 22 градуса, а будет плюс 26. Ну, как вы можете видеть, я уже одела такую не летнюю кофту, и я хочу сказать, ветерочек поднялся, тучки такие вот натянулись, видите, на небе. И сразу же уже чувствуется, что началась осень. Я не знаю, как это объяснить, но это сразу же уже листья с деревьев начали падать. Но я не могу сказать, что у меня какое-то хмурое, унылое осеннее настроение. Мне наоборот как-то стало легче и прибавилось энергии. Когда спадает вот эта летняя жара, мне становится всегда гораздо лучше. И я начинаю что-то делать активнее. Да, вот так вот. Не знаю, пойдет дождь, не пойдет. Я даже не смотрела прогноз погоды. Но вроде бы не должно было быть дождя. Хотя прогноз погоды очень часто бывает врет. Так, сегодня у нас суббота, и как вы думаете, куда я отправляюсь? Да, верно. Многие, я думаю, угадают. На барахолку. Посмотреть, кто же что там продает. Может быть, что-то интересное сниму для вас. Я думаю, много будет интересного. Хотела бы сказать спасибо вам большое, кто вчера написал добрые, хорошие комментарии, кто переживал за пропажу, за книгу. Один комментарий немного удивил, но немного это, наверное, не сказать. Человек пишет: а чья книга-то была? Если чужая, то очень нехорошие выводы можно сделать. Я минут 10 думала над этим комментарием. Как чужая? Я рассказывала в видео, что книгу забыл на остановке романс. Как книга чужая? Чья чужая? Книга не чужая, книга своя. Вот так вот произошло. Какие выводы, какие догадки, Да, чужую книгу взял почитать и забыл на остановке. Книга дореволюционная. Конечно, я думаю, кого-то повергло в шок найти такое просто на остановке, да. Представьте, 2023 год, современный мир, ты садишься на остановку и лежит дореволюционная книга, да еще какая, если я вам скажу какая, то, конечно, дореволюционное издание, Харьковское художественное училище в 18 веке. Это брошюра, это не толстая книга, но тем не менее такая находка, наверное, она повергнет в шок любого. Если бы я такое нашла, у меня было бы очень вопросов, много. Я понимаю, можно найти забытую книгу современную какую-то, кто-то сидел, читал, но такое не забывается, такое не находится. Такие вообще находки это из области фантастики, но тем не менее это было так. Еще хочу сейчас сказать, и быстро бегу, будем смотреть, что там на рынке. Активизировались комментаторы, которые, всячески там писали: вы будете уезжать, вы не будете уезжать, бегите, не бегите, это все понятно. Это все уже пройденный этап, это все 1,5 года длится, вот эти вот бегите, бегите, быстрее уезжайте, эвакуируйтесь, освобождайте. Но они изменили тактику, они теперь пишут: вы что, вы остаетесь, вы будете оставаться умирать в Харькове, да? Вы остаетесь умирать в Харькове. Мы вам не советуем. Вот так вот. Как-то я просто хочу сказать, что я не всех могу найти и не всех могу заблокировать подобного рода комментаторов. Если видите, я обращаюсь к нормальным, адекватным людям. Не вступайте с ними вообще в перепалку. Это бесполезно, это
что-либо говорить уже бесполезно. Если я не нашла, если я не заблокировала такого комментатора, то значит, у меня просто на это не было времени. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписался. Мне будет приятно. И так, побежали. Посмотрим, что же сегодня там у нас, что же нас сегодня там ждет эдакая. И напишите, кстати, какие предположения, что ожидаете, что же вы ожидаете увидеть, вот что бы вам хотелось увидеть, может быть, потому что иногда наши желания сбываются, бывает даже не иногда. Вот такие вот рыбаки сидят, ловят, два дедушки рыбку, смотрите, сколько много удочек там, ой. Там уже ведерко, что-то поймали. Ну, здорово. В прошлом году рыбаков практически не было. Сейчас как-то получше. А здесь, смотрите, какая фотосессия. Девушка в халате и в полотенце. Как будто после душа. Да? Я правильно понимаю? Ну, вот такие вот бывают фотосессии на улице. Интересный, конечно, образ посреди улицы. Можно это? Ну, мало ли. Ну, может, у вас настроения нет. Ладно, ну когда у меня? Когда была нельзя. Видите, какой вы добрый. Но. У нас же разные люди есть. Есть такие буки агрессивные. Не, ну я нормально. Меньше 300. Кошечка какая маленькая. Маленькая кошечка. Нравится? Хорошая. Подарок. Не надо. Подарок. А знаете, как она просилась. Спасибо большое. Спасибо. Мне Джокера чем-то напомнила. Она сейчас котик живет. Серьезно, он здесь полосатенький, а здесь беленький. Вот кто видел? Найденыш, которого машина сбила. Реально похож. А с ним уже все в порядке. Да, вот, он счастлив. Вот как раз будет еще. Серьезно. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Спасибо, взаимно. Да. Спасибо. Очень приятно, но я как-то себя чувствую неловко. Очень вообще приятно. Это вообще такой добрый продавец. Очень добрый человек. Хороший. Реально как вылитый Джокер. Вылитый. Он такой небольшой, маленький.
Привет. С той стороны подойду. Что у тебя красивого? Все красиво. Я редко стою. Ничего нового. К сожалению. Уточки. Смотрите, какая девушка. Украинка. Белые мишки. Вот статуэтки белых медведей мне лично очень нравятся. Они прекрасно смотрятся в современном интерьере. Вообще можно любую вещь адаптировать в современный интерьер. Выглядит просто прекрасно. Хотела глянуть тарелочку. Сейчас, если я достану до нее. Или мы обойдем с вами. Вот так вот, наверное, чтобы я не трошила. Такое блюдо. 1654-1954. Кстати, 1654 год. Это год основания города Харькова. Это ручная роспись. 300 років воз'єднання України з Росією. Ну, тут такие вот есть красивые расписные. Киеву 1500 років. Это Петриківський роспис. Я училась, кстати, делать вот этот Петриківський роспис. Умею. Самоварчики. Здесь раздача шедевров, по всей видимости. Очередь. А, здесь лекарства. Где-то. Даете 35. Сейчас, секунду. Вот так вот люди лекарства Парацетамол фирменный продам. покупают на барахолке. Ну даете 35. Но здесь такое место, когда вижу, всегда у меня вспоминаются барахоличьи просторы. Не знаю, почему у меня на этом месте такие ассоциации наступают. Ну, потому что вы сами видите, да, сколько всего богатства. Такое не надо. Кукляшки. Гантели, кстати. Кто занимается спортом. Смотрите, какие тарелочки интересные. Кто помнит такие тарелочки из своего детства? Мед. Хорошая тарелочка. Ну да. Это обложка. Зайчик с барабаном. Скарбы. Помните, я не знаю, у вас такое было, по Discovery была передача «Скарбы зі сховищ». У нас, по крайней мере. А мыло тоже продается. Может даже приятно ему, как он не видит, какая у него. Те? На массу продают, да? Не, он позже будет. Вы могли бы еще бы походить по рынку. А, помешала.
Смотрите, какая красотень с птенчиками. Сними то, что я сегодня нашел. Это то, что я искал. Вы нашли, да? Да, ты будешь в шоке сейчас. 66-й год, как раз Батмай учился в школе. 66-й. Ага, Смотри, еще в каком сохран такой. да. Какие картинки, посмотри. Ну, вам повезло. Посмотри, какие картинки. Отлично. И какие вам осталось найти года? Это то, что я искал 30 с лишним лет. 30 лет вы это С искали? лишним, 91-го года. Это да. Смотрите, какие. Ни одного листочка не вырвано. Представляете? А вот смотрите, мама с ребенком сидит. Смотрите. Ой. Мама с ребенком. Это вообще бесподобно. Да. Красота. Поздравляю Машин с находкой. 66-й год. Здорово. Я в школу пошел первый класс. 61 Кому? Должен, а мы все бумагу пожгли. 66-й год. Это вообще. У меня брат такую форму даже ходил. 68 году пошел в такую форму. Ну да. Да, мы попочку это. Ранечка, ты потом мне выставишь минутку, да? Можно смотреть будет. А, да? Это что-то старое. Только Старая такая минажница. Только мне вот почему-то кажется, что тарелочки или не старая. Как-то у меня вот это вот вызывает сомнение. Это как старое стекло, а к этому какие-то вопросы. Вот этой вот части у меня. Она обычно должна была быть латунная, в позолоте или в посеребрении. тоже гитарист. Это автор Трегубова. Потом я рис отварила, туда морковку обжарила, тушенку, и получается рисовая каша. Да. Работает. Нет, нет. Друзья, мне только что пришло радостное известие на телефон. Написала моя зрительница: спасибо вам огромное за то, что вы вчера откликнулись и сходили. Кто помнит, я вчера рассказывала историю, то, что сестра не может найти контакт своего двоюродного брата в Харькове. Сестра живет в России, и, в общем, она попросила, ему 81 год, зовут его Олег Александрович, она попросила узнать, жив ли он, все ли в порядке. И вот моя подписчица вчера сходила и узнала. Спасибо вам огромное за вашу человечность, за отзывчивость, за то, что вы потратили часть своего времени на совершенно незнакомого вам человека и сходили. Я очень рада. И говорю, Наталья Владимировна, которая обратилась, написала письмо: все, с вашим братом все в порядке. Он был очень рад слышать весточку от своей сестры. Ну, не знаю, почему-то в такие моменты на меня накатывает такая радость, потому что я могу быть полезна. И еще раз большое спасибо зрительнице за то, что она сделала такое великое дело, сходила и все узнала. Узнала, не каждый человек сейчас готов на подобные поступки, но вам большое спасибо. Хочу пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.